Вот он ходит, вот про меня думают так, про меня думают так. Но на самом деле у каждого человека свои проблемы, свои способы мышления, и люди не думают про вас. Они думают про свои дела, про свои проблемы. И второй момент, даже если кто-то подумает о нас, можно подумать как угодно, потому что каждый человек от своего способа мышления будет думать по-своему. И здесь такой момент, убрать эту важность самооценки, то есть предвзятое вот это отношение к себе, как бы обесценить эту ситуацию. Дело в том, что уверенный человек, он никогда не думает, что про него думают, он настроен на свой некий успех, на свои дела, он все время занят своими вопросами, и ему некогда думать, что про него думают. Вот. И у человека с ошибкой в мышлении, вот, например, как я сказал, чтение мыслей, человек начинает думать, а вот про меня, наверное, вот тот человек плохо подумал, может, я там плохо одета, и этого человека вызывает не эмоцию через автоматическую мысль, эмоцию дискомфорта, и то есть это человека приводит к такому неудобству, ощущению неудобности перед другими людьми. Ну вот это и есть этот момент, это э, чересчур, чересчур человек сфокусирован на своем, на себе, на себе. Поэтому вот это нужно осознать, что другим людям, как правило, без разницы до тебя, до твоего там состояния, твоей внешности, там, до твоей фигуры там и так далее. То бишь обесценить эту ситуацию, осознать, обесценить и понять, что каждый человек будет думать по-своему, по-своему. Но человек вот в этом моменте он все время думает, что все люди про него думают. Вот есть такой интересный пример, я его, по-моему, раньше проводил. Девушка с манией, выходя на улицу, думала, что все мужчины постоянно на нее смотрят. Ну, вот такие моменты, это тоже ошибка в мышлении, то есть мания такая, что якобы все вот обращают внимание на нее. Вот эти моменты нужно понять, нужно понять. Ну, конечно, еще такие вещи человека уверенным делает физическая нагрузка, спорт. Человек как бы в хорошей, ну, в физической нормальной форме он более уверенно себя чувствует. Но на самом деле большую роль это играет именно вот этот момент ошибок в мышлении, через которые мы получаем неприятные ощущения в теле через автоматические мысли. Вот эта стеснительность возникает, там человек краснеет, то есть он стесняется, вот это уже там эмоциональный фон происходит через автоматическую мысль. Застенчивый, стесняется, вот такие вещи происходят. Поэтому вот этот момент надо осознавать, менять свое убеждение, как бы обесценивать ситуацию и фокус внимания, то есть смещать, здравствуйте, фокус внимания смещать на другие дела, делать, то есть фокусировать свой мозг на более важные дела, чем вот этого момента думания, как и что там про меня думают. Понимаете? То есть, что интересный момент, что важно нам, то важно мозгу. Нам же важно, как про нас думают, поэтому человек все время на этом фокусируется. А когда у тебя есть некая задача, некие дела, ты не думаешь, как про меня думают, а ты все время думаешь, там решаешь какой-то свой вопрос. Вот. Ну вот тут основной момент, вот это осознать, исправить эту ошибку в мышлении, которая приводит к вот этим эмоциональным
к эмоциональным этим проявлениям. И еще неуверенность. Вот в тревожном состоянии, что есть тревога? Тревога разбивает у человека уверенность. Уверенность. Я даже помню, были такие моменты, что вот ты стоишь, у тебя нужно сделать некое дело, либо так сделать, либо так сделать. И вот ты не можешь принять решение, как тебе сделать. Хотя кажется, что задача абсолютно примитивная, и то есть абсолютно простая, и до попадания в это тревожное расстройство ты это дело решал на раз-два. Вот у меня знакомый рассказывал одну вещь. Ему нужно было в подвале своего дома починить щиток, электрический щиток. И он настолько был неуверенный, вот идет вот это как бы катастрофизация мышлением, что вот, а вдруг меня там ток ударит. И говорит, я даже вспотел, когда там вот этот проводок, который отпаялся, присоединял снова как бы, ну там к болту или к чему, и настолько он был неуверенный, у него была тревожность, что, говорит, я даже весь вспотел. Понимаете, как это происходит? Вот. Ну, вот эти разные способы, разные моменты, которые влияют на нашу уверенность, И снова здравствуйте. Во всем прав. Мало того, считаю, что я умнее других. Вот это есть, да, вот и есть такой момент, когда у человека вот это две стороны одной медали. Либо человек неуверенный, вот, либо человек чересчур самоуверенный. Понимаете? То есть его убеждения, ваши убеждения не соответствуют реальности. То бишь, как объяснить, не реальности, скорее всего, а смотрите, чтобы быть в чем-то уверенным, нужно иметь факты. Факты, которые подтверждают, что это так. Это так. Но на самом деле вот есть такое выражение, что такое правда. То есть правда это как будто вот так оно и есть. На самом деле правда у каждого своя, потому что любую ситуацию можно посмотреть с двух сторон. Один человек будет по-своему прав, второй человек будет по-своему прав. И поэтому быть уверенным на 100% это заблуждение. Ну, скажем так, исключение там некоторых таких моментов, которые уже как бы доказательные и не подвергаются оспариванию. Даже вот сейчас мне попадаются в интернете такие интересные ролики, что как бы есть доказательства, что наша Земля не круглая, а наша Земля плоская. Понимаете? Вот если мы начнем вести этот спор с вами, вы будете говорить, она же круглая, а я вопрос задаю, а почему она круглая? Ну, вы скажете, ну Гагарин же летал, вот снимки с космоса есть. А давайте подумаем, вот эти снимки из космоса, может же это быть фотошоп, верно? То есть то, что сейчас в современности называется фейк. Нам сделали фотошоп, нам показали, но мы сами своими глазами этого не видели. И я придерживаюсь так, конечно, все увидеть нельзя, то есть ты более-менее правду ищешь, берешь разные факты, потом сравниваешь и анализируешь. Но чтобы это уметь делать, это нужно как бы немного иметь мозги такого аналитического склада, понимаете? И в 95%, в 9 даже, 9,5%, я не буду утверждать на 100%, что это так. Потому что я не считаю, что у меня такой большой багаж знаний, что эти знания мне дают 100% доказать, что это так. Сказать, что это так, я могу лишь со своего опыта.
опыта. Вот я так делал, и у меня так получилось, понимаете? И вот это есть факт. То есть этот процесс я произвел сам, и у меня получилось, и значит я могу сказать, что это факт. Но если я не видел, если этого не делал, то для меня это не факт. Понимаете? А то бишь, то, что вы скажете, да, общепринято, Земля круглая, это так, но ты не можешь быть уверен, что она круглая, потому что ты не видел, что она круглая. Тут очень такой интересный момент, интересные такие моменты, вот. И у человека тоже происходит, вот, он уверен на 100%, потому что по каким-то причинам он там читал, ему сказали, как правило, я говорю, откуда ты знаешь, что это так? Ну, мне сказали, понимаете? Но тот, кто ему сказал, он-то откуда знает, это так или не так. А человек просто вот тоже ошибки в мышлении именно доказывает, что это так. Хотя на самом деле у него нету, если спросишь, у него нету определенного количества фактов, чтобы это доказывало, что это именно так. А вот с неврозом тупик. Тупик. А какой тупик с неврозом? Ты не дочитала полное, что писала Ирина. Ну, вот что умнее других, раздражает людская тупость. Кажется, что я с любой проблемой справлюсь. Вот еще такой интересный момент. Раздражает людская тупость. Вот здесь тоже будет фигурировать такая ошибка в мышлении, как должествование. Такой момент интересный. Если знаю я, значит должен знать он. И мы не видим второго варианта, что люди же, мы все разные. У кого-то лучше интеллект, у кого-то меньше и так далее, понимаете? Кто-то в одной сфере там изучал, кто-то второй, кто-то в третьей. Понимаете? И вот из-за вашей ошибки в мышлении, что вы думаете, что я думаю, что он думает точно так, как думаю я. Вот что происходит. Вот такой интересный момент. И когда на твой какой-то разговор человек отвечает как бы некой глупостью, как тебе кажется, и тебя это начинает раздражать, потому что в твоем убеждении он должен быть точно такой, как и я. Вот как это происходит. Но когда начинаешь осознавать, что люди разные, каждый со своим способом мышления, каждый со своим уровнем понимания, интеллекта там и так далее, то вот это и приходит к тебе осмысление, что люди разные. И у тебя перестает формироваться такое мнение, что они тупые, что он тупой, понимаете? Вот такой интересный момент. А мужа, что он думает по-другому, не солидарен со мной. А вот, Ирина, а почему именно он думает по-другому, а не вы думаете по-другому? Понимаете? Интересный момент, да. Вы считаете, что вы думаете правильно, да, у каждого свой способ мышления, и вы сформировали свое убеждение по неким фактам, но вот эти, как вам кажется, факты, на самом деле их нужно перепроверить, задать вопрос, а почему так, факт или это, понимаете? А у мужа свое видение ситуации, он сформировал свое убеждение на других неких фактах. Ну, скажем так, на неких фактах. И вот у вас начинается противоречие, и вас начинает раздражать из-за неправильного убеждения, что муж не соглашается с вашей позицией. И вот здесь очень важный момент осознать, что вот это моя ошибка в моем мышлении, что должно быть так, либо перфекционизм это идеальность, а именно вот здесь должествование, я думаю, будет присутствовать. Должно. Если вы в своей речи используете это слово. Вот. Но вам нужно осознать, что фактов, особенно сейчас, вот заходишь в интернет,
и информации противоречивой столько, вот плюс и минус, что у тебя даже в мозгу начинает искрить. Вот ты смотришь, там одно говорят, и выдают это за правду. Здесь второе говорят, выдают за правду. И ты не понимаешь, и у тебя начинает искрить, понимаете? Но чтобы разобраться, нужно уметь задавать вопросы. Почему так? Вот ты задаешь, тебе приходит мысль, ага, вот это так. Ты задаешь вопрос, а почему так? И опускаешься ниже, причинно-следственно ищешь. Почему вот эта ситуация, она происходит? Из-за чего? Какие были причины, которые привели к этой ситуации? И вот так начинаешь разбираться, понимаете? Здесь очень, да, такой момент, к этому нужно прийти, это нужно путем осознания, понимания, вот как работает мозг, какие шаблоны вот эти мышления, способы мышления. Вот когда ты все это разбираешься, понимаешь, ты начинаешь думать. Ты не глотаешь, вот что в рот нам кидают, не заглатываешь это, сжевываешь, а ты начинаешь на приходящий вопрос его, подожди, а почему так? И начинаешь над этим думать. Понимаете? Вот это склад ума, вот это что и есть момент, что называют, интеллект. Как говорят, интеллекты бывают разные, но это, как бы, скажем так, интеллект такой способности думать. Но чтобы думать, нужно иметь информации. Чем больше, тем лучше. Тогда ты сможешь думать по некой ситуации, по любой. Если у тебя есть информация, знания по этой ситуации, тогда ты можешь думать. Если у тебя в голове нету информации, то, как говорится, там нечем думать, понимаете? Вот такие вот интересные моменты, а именно способность думания. Вот один какой-то ученый сказал, мне не нужны люди, которые оперируют цифрами, датами, запоминают цифры, даты, они как фиксаторы вот ходят, они фиксируют, вот они хорошо вот даты разные запоминают, но запоминание дат, он говорит, мне не надо такие люди с такими фиксаторами, потому что я зайду в интернет и посмотрю дату, то есть Google мне ответит. А мне нужны люди, которые умеют думать, соображать, понимаете? Вот. А уметь соображать, это очень такое, как вам сказать, нелегкое дело, научиться думать, понимаете? Вот. Научиться думать — это нелегкое дело. И поэтому вот вы раздражаетесь с мужем, потому что у вас разные точки зрения, а именно вы как бы верите одним, скажем так, условно фактам, а муж верит другим условно фактам. Также может быть по каким-то еще как вам сказать, разногласия еще по другим причинам. А вы раздражаетесь, потому что в вашем понимании он должен думать как я, вот это на подсознании, он должен думать как я, а я думаю правильно. То есть такая чересчур самоуверенность в себе, что ты правильно сделал выводы, что ты думаешь вот именно это так, но на самом деле это не так. Вот. Это такая, скажем так, завышенная себе самооценка. И поэтому вот в этом вопросе, вот я вам изложил на примерах, как бы, подумайте над этим, над своей чрезмерной самоуверенностью. Чрезмерной вот этой самоуверенностью, что именно вот так. Подпишитесь. Так, подписывайтесь. Потому что больше 25 человек не пускает. Да, подписывайтесь, потому что больше 25 человек не пускает. И не забывайте ставить лайки. Так, что еще? Ссылочка. Да, еще, Рин, скажу, понимаете, есть такие моменты. Вот эта способность людей договариваться между собой, а именно как идет, скажем, такой спор с человеком.
обычно как люди начинают доказывать друг другу свою точку зрения. Они просто тупо начинают говорить, что вот это так и все. И вот начинаются повышенные тона. Один громче, второй громче и все. И там уже доходит, там чуть ли лица друг другу не бьют, понимаете? А здесь нужно спокойным тембром голоса объяснять человеку, почему я так думаю, что это так. Приводить примеры, которые человека будут наталкивать человека на то, чтобы он немножко прислушался и подумал вот про этот пример, который вы ему приводите. Вот так ведется дискуссия, вот так люди между собой приходят к некой договоренности, понимаете? А как правило, люди что делают? Вот просто тупо кричат и все. Это так и все, это так и все. Но этим никогда никому ничего, никаких доказательств, то есть никогда никто не доказывал. Крича и говоря, что это так и все. Понимаете? Когда начинаю думать о чем-то, дурацкие навязчивые мысли, будто борюсь с ними, страх перед ними. Угу. Смотрите, самостоятельная психология. Сейчас объясняю. Навязчивые мысли, они приходят на эмоциональном перенапряжении. Но, то есть вот эти обсессии, навязчивости. Но когда человек находится, есть такие моменты, находится постоянно в сильном перенапряжении, человека могут как бы захватывать вот эти навязчивости. То есть они похожи даже на такие голоса. Вот тебе как будто голос какой-то в голове говорит, вот это обсессии. И человек, не понимая этого, он воспринимает эти как бы мысли за свои. И вот человека нужно учиться отличать эти обсессии от своих мыслей. Но когда ты постоянно 24/7 находишься в сильном напряжении, то у тебя там получаются одни обсессии, вот эти навязчивости. О чем-то, когда начинаю думать о чем-то, сразу дурацкие навязчивые мысли. А когда начинаю думать о чем-то, о чем именно? Про будущее какое-то или про какое-то дело, что предстоит. И как вот идет трактовка, какие навязчивые мысли. Вот, Ирина, все верно. Вот, пожалуйста, понаблюдайте за собой, будет ли у вас проскакивать такое слово в течение дня, вот в обиходе. Я должна, либо мне должны. Вот должествование. Будет у вас проскакивать такое слово, у вас, скорее всего, будет вот эта языковая ловушка. Вот. Вот это навязчивость, да. Постоянно. Так, Ирина, постоянно. Вот это вы попали. Так, давайте по порядку, сейчас самостоятельная психология. Допустим, про работы думаю сразу, мысли вдруг я себе наврежу, что-то сделаю и так далее. Вот это да, вот это получается момент, как бы идет вот здесь катастрофизация и навязчивый, то есть я сделаю себе плохо. У вас будет идти такой момент, смотрите, катастрофизации. Про что бы вы ни подумали, у вас все будет заканчиваться плохо. Понимаете? На эмоциональном перенапряжении тревога влияет на наше мышление. И вот про что бы ты, то есть это момент будет будущего. Я думаю про работу, то есть вы думаете, что завтра на работу, и вас мозг транслирует вот эти мысли. Понимаете? В
в определенном эмоциональном перенапряжении у тебя будет идти постоянно вот такой мыслительный процесс будущего. Мы можем как бы регулировать этот процесс, уменьшать свое тревожное вот это эмоциональное напряжение через переключение. То есть через то, что называют момент здесь и сейчас. То, что называют момент здесь и сейчас. То есть вот вы находитесь, вот я сижу, вот компьютер, вот телефон, вот стол, вот стул. Вот стул. Вот этот момент. От этих мыслей, которые вам будут трактовать, что там будет плохо, вы отделяйтесь. Я об этом подумаю потом. Либо все будет хорошо. То бишь не, как вам сказать, вот они появились, от них сразу отделяешься. И переключаешься в момент здесь и сейчас. Когда постепенно со временем вы понизите фон, эмоциональный фон вот этого напряжения, то у вас мышление как бы выровняется, понимаете? То есть через переключение в моменте здесь и сейчас мы постепенно формируем спокойное мышление. А вот от этих мыслей будущего, прошлого мы отделяемся и возвращаемся, отделяемся и возвращаемся. Вот как это работает. Еще второй момент, как отделяться от этих мыслей. Вот первый момент, проговорить свои, второй момент, вот как бы исказить эти мысли, проговорить их, например, мультяшным голосом, не верить им. Ой, на работе будет худо, как бы налаживаешь такой момент, вот, как будто мелодию с песенки, либо вот искажаешь голосом какого-то клоуна, и это тоже момент отделения как бы от этих мыслей, и от них потом отвлекаешься в момент здесь и сейчас, вот когда они появляются. Вот эти двумя способами, ну, либо тот, либо тот. Но здесь все время переключение через моменты здесь и сейчас. На сильном эмоциональном перенапряжении мозг будет постоянно, получается, будет искажаться, будет искажаться это мышление будущего и воспоминания прошлого, потому что прошлое это опыт, там все было плохо, и это будет вызывать тоже тревогу и подавленность в настроении. Поэтому нужно отделяться от этих мыслей и учиться вот переключиться в момент здесь и сейчас. Здесь и сейчас. И когда ты постепенно начинаешь этот тревожный фон понижать, у тебя начинает постепенно вот как бы от понижения фона на каком-то этапе потом вот включается такое рациональное мышление. Понимаете? Вот как оно работает. Вдруг я себе наврежу, что-то сделаю и так далее. Вот эти вот такие моменты. Оно как бы... Вот я сейчас думаю над этой... У меня был такой момент, вот, что бы ты не будешь вот делать, у тебя не получится, у тебя будет плохо. А у вас немного, да, у вас похоже немного как с ОКР. Вот человек, например, подходит к балкону, и у него приходит мысль: я сейчас выпрыгну с балкона. Эти мысли его пугают. Поэтому нужно осознать, что как вот это работает, что это навязчивости, и отделяться от них. Отделяешься и переключаешься. Если вы в это не верите, а просто они у вас вызывают тревогу. Если вы верите в то, что вы можете это себе сделать, то нужно привести 2-3 примера, что этого не произойдет, оспорить эту ситуацию. То есть нужно понимать, что если вы боитесь вот это сделать, значит вы этого не сделаете. Но это просто вас пугают эти мысли, потому что вы в них верите, в эти мысли. Вот как оно работает. Постоянно. Так, с Ириной разобрались. Ирина, надеюсь, разобрались. Вы поняли, как это все система работает. И
вам нужно вот это исправлять, убирать с вашего ежедневного пользования вот это слово должествование, осознавать и оспаривать эту ситуацию. Осознаешь, и вот как приходит эта мысль, у вас вызывает напряжение. Ой, он меня, я говорю так, у меня это правильно, а он как бы со мной тут еще спорит. И вот здесь приводишь пример. А почему я так считаю? Ведь он тоже может прав, у него тоже своя точка зрения. И вот так формируешь альтернативное видение ситуации, как бы в противовес вот вашему видению, потому что в должествовании у человека только так и никак по-другому. В должествовании нет альтернативы. То есть эта способность мозга, он видит только один ответ, что это вот так и больше никак по-другому. Вот как это работает. Поэтому, осознавая, понимая, нужно формировать альтернативную точку, чтобы у вас было видение ситуации с двух сторон. Слава, когда ты уже закончишь щелкать? Все нормально. Вот сейчас думаю, насколько... Подожди, все нормально, давай читай. Насколько же хватит вашего терпения ремонтировать ваш... Что? Ремонтировать наш поломанный мозг. Вот сейчас думаю, насколько же хватит вашего терпения ремонтировать наш поломанный мозг. Я скажу так, если бы вы еще нас финансово поддерживали, то ремонтировали бы намного чаще, понимаете? И я бы больше в эту тему вникал, я дальше развиваюсь, я не останавливаюсь, но нету времени, потому что нету финансового, а любое добро в современном мире, как раньше говорили, должно быть тоже с кулаками. То есть в современной интерпретации тоже должно быть с деньгами, понимаете? Потому что деньги это один из моментов таких психологического давления, психологического сдерживания. Человек, ученый, ученый и именно вот философский человек, ему нужно быть независимым, чтобы у него была свобода работы в том, в чем он работает, развиваться дальше. То есть у него не должны быть некие те камни, которые тянут его назад. Понимаете? Вот этот момент, в котором мы сейчас находимся, у нас не получается. Я одно время я сильно погружался в эту психологию, много слаживал, много читал, изучал, понимал. Ты настраиваешь мозг, и он потом так начинает у тебя работать. То есть ты настраиваешь мозг, скажем так, вот на эту полосу мышления, на эту дорожку выходишь, и потом ты вкатываешься, и он уже тоже тебе помогает, он там ребусы, вот эти пазлики собирает, ответы, как это происходит, он складывает, ты складываешь, чик-чик-чик-чик, даешь ответы. Но чтобы в это дальше развиваться, это нужно время, понимаете, это нужно отдавать много времени, оно и так я посвящаю, пытаюсь уделить время с этим развитием, но тяжело сидеть на двух стульях. Нужно и там как-то на старой работе как-то что-то заработать, потому что цены сейчас они маленькие, постоянно нужны финансы, и тебя это сдерживает, не дает тебе полностью уйти, полностью в это погрузиться, чтобы больше осознавать, складывать, делать выводы, как там легче сделать. Вот такие вещи. На данном моменте мы находимся в такой ситуации. А тогда я, когда погружался, я бывало, много этому отдаешь, думанию, складыванию информацию, берешь, анализируешь, объясняют, ты анализируешь, слаживаешь, и делаешь какие-то выводы. То есть там, понимаете, психология это не только сознание, а это туда глубже уходишь. Ты уходишь в глубину, то, что называют там
подсознание, то есть, понимаете, это тяжеловато вот обрисовать, описать, но это интересный такой момент, оно так работает, вот точно так, как погружение в себя, ты погружаешься глубже, не то, что ты так как бы погружаешься в себя, а ты в себя погружаешься в глубину, вот туда куда-то уходишь, понимаете, вот точно так работаешь, и работа вот в мозгу происходит, ты куда-то туда в глубины уходишь, понимаете? Вот оно, вот такие интересные вещи происходят. У меня раньше часто было, когда я как-то больше времени этому посвятил, потом я понял, что так не пойдет, потому что там были некие запасы финансовые, они сокращаются. Я смотрю, что уже и в семье жена начинает волноваться за это. И как бы я понимаю, что не могу этому времени посвятить. А раньше зачастую я вечерами погружался, у меня вот пазлы какие-то слаживались в голове, какие-то вот идеи, какие-то ребусы, какие-то решения, понимаете. Ну, мне это интересно, это очень интересная такая вещь. Вот. И я знаю, что мой канал многим людям поможет, я уверен в этом, потому что я и уже определенному количеству людей помог, даже без моего участия, именно вот живого, без моего участия, именно по роликам люди уже решают вот эту свою трудность. Понимаете, вот. Мне просто это стало, когда попал в это, проходил, и потом это стало, вот я тренировался, и стало мне это интересно, я туда вот начал вникать, уходить туда, как это все, вот как это происходит, как это работает. Тем более сейчас в современном мире, вот то, что происходит, очень тяжело будет выжить, не в плане выжить, там ты умрешь или не умрешь, а в плане вот этого своего психического здоровья. Это просто будет необходимо как воздух. Вот это КПТ, это будет как воздух. Необходимо как воздух. Потому что накопление стресса, все человека выбивает. Все, его выбивает панические атаки, все, пошел там невроз и так далее. А со стрессом нужно уметь справляться. Также нужно уходить от реальности, чтобы набраться то, что говорят энергия. То есть восстановить силы. Нужно питаться, нужно как бы вот брать эту энергию как пищу, понимаете? Но этому всему нужно научиться. Нужно вот научиться дистанцироваться. Вот ты как бы абстрагируешься от окружающей среды, ты уходишь из этого внешнего мира и уходишь в свой мир. И вот там ты набираешься этой энергии, набираешься силы, потом возвращаешься. Вот это интересные вещи. Вот, понимаете? Но вот все это надо время, и главное, чтобы не было вот этих тягостных, именно финансовой вот этой тягостной стороны. Потому что все равно мысли про деньги не приходят, потому что тоже дети, за то плати, за это плати, за все плати, за это плати. Тут даже нам оборудование, топливо там вот снимаем, это то, расходы. А спонсора у нас нет, то это все мы на своих вот таких началах делаем. Как бы уже и не начало, нас первый год заблокировал YouTube, полгода мы делали канал, и по моей вине YouTube нас заблокировал полностью, не отдал наши ролики обратно. Пришлось с нуля все начать восстанавливать. Представляете, какой мы получили удар под дых, и снова вот мы вставали целый год, вот мы идем. Вот, поэтому мы не зря к вам обращаем, что вы нас поддерживаете финансово, потому что с мира по нитке голому рубашку. Поймите, там 200 рублей, 300 это небольшие деньги, но хотя бы если 50% из вас это сделают, то мы уже более-менее получим свободу вот эту в нашем движении, в нашем развитии дальше. Вот этот как бы сакральный, этот камень финансовый уже немного у нас с плеч спадет. И поэтому мы сможем
больше, лучше двигаться, больше эфиров делать в неделю, не один, а уже 2 перейти эфира делать, понимаете? Вот как это работает. Надо уметь быть благодарным, обязательно поддержу ваш канал, спасибо за ваш труд. Понимаете, вот я скажу вам одну вещь, я-то уже с людьми немногими столкнулся, но уже достаточно, разноуровневые люди, разноуровневые люди. И люди разные были, и довольно такие состоятельные, там, имеют там бизнес большой, понимаете, а когда я помог этому человеку, он говорит, ну так вы же это от души делаете, хотя перед этим говорил, что я вам помогу там помещением, там как бы подумаю, что с финансовой стороны, как бы был такой весь, когда вот только мы с ним встретились, такой, но человек как бы, ну, сначала думаешь совестью, а потом оказалось, ну, куда-то ее затолкал. Ну, пусть будет так, люди разные. Совесть, она, понимаете, она не тряпка, ее не спрячешь, она все равно будет вылазить. Иногда кое-когда, но она все равно будет вылазить, вот. Так, еще вот так, вот сейчас думаю, насколько же хватит терпения. Там еще чуть-чуть выше написал, Я просто услышал про депрессию, суициды и страх суицидов и навязчивость, что я потеряю контроль и сделаю это, страх берет. Вот смотрите, вот этот ваш страх, это от незнания, Смотрите, вы же, вот у вас ситуация, у вас страх вызывает, правильно? Вы же боитесь сделать это. Значит что? Значит, вы этого не сделаете. Еще здесь интересный момент. Вы боитесь, например, потерять контроль в какой-то ситуации. Попробуйте убрать этот контроль. Вот про ОКР мы на примере рассказывали где-то, наверное, 2 или 3 трансляции назад прямого эфира. Там именно я рассказывал про ОКР. Следующие моменты. Депрессия. Смотрите, как работает депрессия, чтобы вы понимали. Человек в депрессию, он не входит за день, за неделю. Это постепенный такой этап, постепенный процесс, длительный, такого медленного вваливания вот в эту депрессию. И сама еще депрессия, она делится на 3 части. Депрессия делится. Первый момент, когда человек перестает как бы за собой там ухаживать, вот он не моется, вот он как бы, ему вот безразличие ко всему становится, но он ходит еще, двигается там, передвигается, но он вот теряет интерес к жизни. Второй этап, это такой этап лежания и вставания. Ты как бы ложишься, но потом все равно встаешь там, куда-то там еще по квартире передвигаешься. И третий этап, это когда человек уже ложится на диван и больше не встает. Он отворачивается как бы и больше не встает. Вот это уже последняя стадия. Второй момент, по мыслям. Депрессию вводят мысли. Человека захватывают мысли. Сначала это мысли будут негативные, но они тоже там как бы не сразу их куча. Они появляются, человек их думает, их становится больше. Его захватывают негативные мысли. При захвате негативных мыслей начинают потом появляться суицидные мысли. Понимаете? Вот эти цепочки завалов в депрессию. А уже когда появляются суицидные мысли, человек что? Человека не пугают, он их как бы убирает. А вот уже когда человек начинает прогнозировать, как он будет уходить из этого мира, понимаете? То есть он строит план, как он будет это уходить. То бишь, в депрессию попасть – это целая дорога, чтобы прийти к суициду. Понимаете? Вот я вам разложил формы, как это работает.
Поэтому вы не суициднетесь. Вот так, что вы шли, а потом выбросились в окно. Этого не будет. Не будет. Но вас мысли пугают, что вы потеряете контроль и можете выпрыгнуть в окно. Понимаете? Вот в эти моменты как бы происходят как бы либо следственные эксперименты, либо ну вот эти, что мы проводили, либо убирайте, оспаривайте эти мысли, что этого не произойдет. Потому что эти мысли, навязчивости вот эти, обсессии, они будут у вас вызывать тревогу и страх. Это именно мысли. Поэтому задача отделяться от этих мыслей. Отделяться как бы и каким путем? Либо мультяшным голосом проговорил, либо оспорил эту мысль. Если веришь, то приводишь примеры, что этого не произойдет. Почему этого не произойдет? Вот я вам рассказал, как происходит суицид. Суицид, человек его не боится, он делает это, как бы сказать, осознанно, при здравом уме. Суицид, это захватывает мысли, подавляет человека волю. И он это делает осознанно, он как бы преднамеренно это делает. В вашей же ситуации вы боитесь этого, у вас страх перед этим, понимаете? Вот именно, что не дают спокойно что-то делать. Так, самостоятельная психология, пойдем по этапу. Насколько же хватит вашего? Так, там еще чуть-чуть, я ответил. Да, вы правы, надо уметь быть благодарным, обязательно поддержку канала, спасибо. Благодарим. Ребята, понимаете, в чем дело? Сейчас я вам объясню. Чтобы понимать, чтобы, ну, как осознавать, как это происходит, нужно уметь поставить себя на место этого человека и как бы подумать его мозгами, подумать, вот, а как они на той стороне находятся, а вот они время тратят, а они там тратят там топливо, то есть финансовые несут расходы, но они же нам помогают, то как бы и осознаешь, блин, я просто как бы помогая ребятам, вы же как бы, как сказать, вы и мы вам даем ваше здоровье, как выйти вот с этого состояния, понимаете? И мы тратим свои ресурсы именно, чтобы помочь вам, но вот я вам сейчас расскажу простой принцип, и вы поймете, вот, например, сколько вы сможете, получая зарплату на работе, приходя домой, идя по подъезду, заходить каждому соседу и давать вот часть денег каждому со своей зарплаты, и когда уже доходишь до дома, у тебя там остается 30%. Сколько вы можете это делать месяцев? Я думаю, что месяц-два и больше вы не сможете это делать, потому что у вас семья голодная, потому что муж или жена скажет, ты валет, или ты вальтиха. Понимаете, как оно происходит? А мы, в принципе, вот так делаем. Мы, в принципе, берем и отдаем, понимаете? Вот так оно, в принципе, у нас происходит. И вот это, чтобы вам до сознания вашего дошло, там не нужно много, там 200-300 рублей раз в месяц. Вот если 50% с вас положат, нам это будет достаточно. Мы как бы освободимся вот от этого гнета этого камня, который называется финансовый камень над нами, понимаете? Не нужно, да, не нужно, вот к психологу пойдете, вы там 5000, там 7000 за один прием будете платить, это за разовый прием, 5-7 тысяч, а здесь, ну, положить 300-500 рублей один раз в месяц, это как абонентская плата телефона, понимаете? То есть это не какая-то там сверхъестественная сумма, вот. Держут. Вот я смотрю, новые люди у нас появляются. Вот именно, что не дают спокойно что-то делать. И так при каких-то ссорах или конфликтах сразу появляется. Еще запомните, самостоятельная психология. Любой конфликт, где вы будете повышать свой эмоциональный фон, например, с кем-то спорить, либо ругаться, у вас сразу эмоции, то есть эмоции будут отражаться в теле. Сразу же у вас будут вот эта тревожность, болевые ощущения. Все, вы
вы подняли свой эмоциональный фон, вы подняли свою тревогу. А когда вы подняли свою тревогу, тревога все влияет на мышление и пошли навязчивости. То есть вы сами себе сделали эмоциональное перенапряжение. И вот у вас все, сразу же включаются потом навязчивости. Уже когда ты в этом находишься состоянии, вот только эмоциональное перенапряжение, у тебя пошли навязчивости. Вот как оно работает. Поэтому запомните, все вот такие неприятные ситуации не вступать поведенчески, вот эмоционально в эти конфликты. А вот как бы учиться сохранять непоколебимость. Вот как бы выдерживаешь ситуацию, не начинаешь спорить, что-то доказывать, чего-то там махать руками, кричать, потому что вы это осознаете, потому что хуже только будет вам. Потому что любая эмоция отражается в теле. Вот одна позиция – это болевые ощущения, вторая позиция – это навязчивость появится от эмоционального перенапряжения. Поэтому учитесь не встревать в это. Как бы игнорировать эти ситуации. Вот там на тебя кричат, а ты стоишь, да, у тебя внутри там гудит, оно гудит, но ты не встреваешь в нее, не начинаешь точно так себя вести. Я работаю по многие моменты, я начал осознавать, смотря ваши ролики. Спасибо вам. Играл в Бравл Старс, у меня Тимми, ты Анаксил. Что делать? Что это такое? Слава. Я сегодня играл Это Браво. дети. Тимми Анаксил. Что делать? Я удалю сейчас. Что делать? Играть дальше, что делать? Анаксил. Так, Удалил. еще какие вопросы? Вот еду, думаю о своем. Потом бам, взгляд на дом. Сразу эти мысли появляются. Вдруг выпрыгну. И так далее. Хотя я просто на дом посмотрел. Да, вот эти навязчивости, они, смотрите, приходят извне. То есть вот вы посмотрели, и она как бы появилась. Отделитесь от нее. Вот здесь задача не верить. Еще можно злиться на них. Вот она появляется, ты как бы пошла вон. Так вот, эмоция, как бы мимика лица. Пошла вон. Либо мультяшным голосом ее проговорил. Задача не сливаться с ней. Вот убрал ее и все. Понимаете? Вот она появилась, убрал. А когда мы будем приводить эмоциональный свой фон в порядок, то вот эти навязчивости, они тоже будут как бы исчезать, пропадать. Они не будут появляться, когда ты путем через тренировки постепенно приводишь свой вот этот эмоциональный фон в порядок. Перетренировывая мозг, учась управлять своими эмоциями. И вот так постепенно ты перетренируешь мозг и приводишь свою психику в порядок. Еще один момент, водички Слава, подай. Многие из вас думают, я думаю, большинство думают, что вот у меня там нервная система порвана, там нервные клетки подмирали, там у меня там все, короче, она у меня никогда не восстановится, это моя нервная система, я на всю жизнь вот останусь таким. Так вот, я вам скажу, нервная система здесь ни при чем. Нервная система – это всего лишь проводники, это всего лишь провода между розетками. Наша розетка – это наша голова, это мозг и наши органы в теле. Понимаете? А между ними вот нервная система, проводник. Поэтому ничего там не рвется, ничего там не горит, ничего там не ломается, ничего там не происходит. И многие врачи, ну, как бы неопытные, говорят, вот так, нервную систему, надо лечить нервную систему. Надо не нервную систему лечить, надо свой винчестер, он поломался, нужно его перестроить, понимаете? Мозг перестроить нужно. Вот что там поломалось, не в смысле поломалось, там чего-то загнулось, закрутилось и сломалось. А именно вот эти поменять нейросети, перетренировать вот это мышление свое. То есть тренируя мышление, мы формируем новые нейросети.
Вот что у нас поломалось на стрессах, понимаете? И из-за неправильных наших схем мышления мы себя вгоняем в стресс, а потом вот мы получаем то, что получаем. Все эти навязчивости, болевые кардионеврозы, вот все эти ощущения. Поэтому нервная система ни при чем. Вся причина в нашей матрице, в голове нашей. Вот ее нужно изменить. А нейросеть это как бы электрическая сеть. Поэтому там тоже ничего в плане неком физическом, физиологическом не ломается. А просто там, когда тебе не нужно это мышление, пропадает, снова написал, пропадает вот это напряжение нейросети одно, и когда оно тебе не нужно, оно исчезает, а постепенно мы формируем новое, и оно там укрепляется, и потом остается. То есть новый способ мышления. Вот так это происходит. И нервная система ни при чем. Так, да, я работаю в вашей программе, многие моменты. Так, еще какие есть вопросы, задавайте. Еще есть какие вопросы? Так. Выше написал. Что так, что вам еще? Что еще интересует, чтобы такое рассказать? Сейчас еще посмотрю по именно, что делать спокойно, что... Вот ими, что не дают спокойно, что делать и так далее. При каких-то ссорах или конфликтах сразу появляются. Думаю о своем. Потом бам, взгляд на дом. Так, это раз, когда я работаю, многие моменты начал осознавать, смотря ваши ролики. Спасибо вам. Так, ставьте, не забывайте лайки и подписывайтесь на канал, потому что выйдете, канал потеряете, если не подписаны. И ставя вот эти пальчики вверх, лайки, вы как бы происходит такая рекомендация, YouTube тогда начинает рекомендовать канал, и получается такая большая возможность зайти сюда большему количеству людей. То есть он как бы предлагать начинает канал, и тогда больше людей видят вот этот наш стрим. Поэтому не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Еще, думаю, не все подсоединились, кто-то где-то на работе. У нас охват как бы большой, и разные у нас временные полюса получаются. У кого-то уже позже время, у кого-то кто-то еще на работе, у кого-то уже ночь. Даже есть люди, у которых сейчас ночь, люди из Америки наши русскоязычные. Поэтому во всех разные полюса. И вот в будущем мы планируем, если вот финансово более-менее мы как бы будем себя чувствовать, проводить уже как бы 2 эфира и в разное время, днем проводить и вечером, чтобы могли те люди, которые сейчас спят, либо уже отходят ко сну, либо у них уже утро, чтобы тоже могли участвовать в нашем эфире. Что-то плохое. Потому что у вас ваше рабочее время, я думаю, будет триггером. То есть, вспомните, на этом рабочем месте, возможно, у вас что-то произошло, некая какая-то стрессовая ситуация, и мозг это запомнил. И поэтому, когда вы каждый раз приходите на это место, то есть это называется, английское название триггер, это место, которое у человека вызывает тревожность, то есть провоцирует тревожность, потому что мозг это место считает опасным. У вас это осталось в вашем убеждении, мозг это место зафиксировал как опасное, потому что у вас там была некая неприятная стрессовая ситуация в этом месте. Ну вот это точно так, как человек боится, например, в метро заходить, вот эти фобии, либо там на маршрутке ехать, вот как у меня было. То есть это место, где трактуется мозгом опасность. И поэтому, как только вы туда приходите,
приходите, у вас вызывает эта тревожность. Что с этим сделать? Триггер нужно затереть. Триггер нужно затереть. Первое, это приходите, выдерживаем. И второй момент, как я затирал триггеры, у меня триггеров было, потом моя квартира был мой триггер, понимаете? У меня вот в каждой комнате меня крыло, и у меня мозг, у меня везде, в любой комнате была опасность. То есть, как я затирал, я ходил и говорил, какая, например, классная подушечка, какое классненькое одеялко, какая у меня классненькая кроватка, какие у меня хорошие, красивые обои, какое у меня классные шторы. И вот таким способом затираешь триггер. Постепенно ты затираешь. То есть ты переводишь вот этот формат из опасности в классно и хорошо. Ты как бы вот это место мозгу объясняешь, вот улыбаешься и вот так хорошими словами обрисовываешь, то есть ты формируешь убеждение, что это место классное и хорошее, а не опасное. Вот так затирается триггер. Сжимает, что ли, или напряжение какое-то. Да, оно, смотрите, у вас будет тревожный мозг. Тревожный мозг, ощущения в нем будут абсолютно разные. Сейчас я вот вспомню, как у меня происходило. Сначала у меня разрывало, когда я не понимал, мне кажется, что она лопнет. Потом уже постепенно, когда ты убираешь это напряжение, понимаешь, что с тобой ничего не будет, мозг немного тише становится, как бы он немножко успокаивается, потом начинает вот с одной стороны болевое ощущение может быть. Потом оно может перейти, вот вся голова болит, потом перетекет на одну сторону, одна сторона болит. Потом такое ощущение, что там что-то слипается. Но потом уже туда, уже в конце, как бы, вот именно в темечке было вот такое там, вот он там, вот как будто там куча пчел собралась, вот рой и гудит там так, вот именно здесь темечко, потому что здесь находится вот это шишковидный мозг, по-моему, амигдала. Вот этот тревожный рептилоидный мозг, вот он находится именно где темечко. Он почему и называется шишковидный, потому что он так на шишечку похож немножко. Вот эта часть мозга, понимаете? И вот потом уже впоследствии в конце вот здесь тревожило. Вот здесь он как бы гудел, так, вот такое было. Это вот все тревожный мозг, вот эти все проявления, это именно мозг тревожится, он у нас неспокойный. Мы его разогнали, мы его разбудили, мы его там раскрутили, и поэтому он у нас сейчас неспокойный. Он у нас все время там тревожится, он все время гудит, вот он так сильно тревожится, что кажется, голова сейчас разорвется. Вот это происходит вот именно вот тревожный мозг, а как он там тревожится? Но я думаю, это не вот как бы наши, это я так думаю, что если, смотрите, мы ощущаем импульсы в теле, то есть это, скажем так, запускается более сильный ток, то наши нейросети это тоже электрические разряды, как бы, это электричество, и значит это как бы больше вольт вот этого напряжения, и возможно еще тогда оно раздражает у нас именно физиологическую часть нашего мозга. И вот это все в совокупе, вот такие ощущения происходят, болевые, вот эти гудения, там сжимания, сдавливания, вот там спецэффекты могут быть разные в нашем мозгу. Но этого нужно учиться не пугаться, это понять, что тревожный мозг. Но я потом еще его со временем научился успокаивать, он меня слушался. Вот как пес, вот когда колбасу даешь, сядь. Он тебя не слушает, потом ты колбаски дал, он сел. Вот примерно я так тренировал мозг. Я с ним разговаривал. Я ему говорил, я спокойный, ты спокойный, как вода. И я потом через какое-то время я заметил, когда я с ним вот так разговаривал, он начинал успокаиваться. То есть вот это гудение, такое напряжение, оно начинало постепенно спадать. Вот такие интересные вещи происходили. То есть я научился даже
через разговор объяснять мозгу и успокаивать, чтобы он не тревожился. Объяснял ему, что нету никакой опасности. Успокойся. Представлял себе озеро, воду переключал его. Что я говорил, я спокойный, как вода, и ты спокойный. То есть я как хозяин твой спокойный, ты спокойный. Чего ты тревожишься? Ничего страшного нету, никакой опасности нету. Вот такие вещи интересные я делал со своим мозгом. Произойдет что-то плохое. Вот, либо так триггер, еще то есть такие моменты, не верь всем своим чувствам и не верь всем своим мыслям. Есть вот такое выражение в психологии, потому что чувства это не факт. И наши мысли это тоже не факт. Требования растут, частая претензия. Случалось много у нас, но раньше этого не было у меня. Да, вот, да, скорее всего, это и будет причина. То есть, смотрите, у вас сейчас, вы понимаете, что там появляется на работе все больше и больше сложностей. Вот это, что вы перечислили, а значит что? А значит, мозг стал воспринимать эту ситуацию как опасную, понимаете? И когда вы туда идете, все, он начинает тревожиться. Но смотрите, что сделаете? Вы оспорьте эту ситуацию, обесценьте ее. Вот чего человек боится, там требования, так и так, что он боится? Увольнения, как бы. Вот меня уволят, а куда я пойду? То есть, первое, приведите примеры ваших действий в случае увольнения. Есть такие бланки, как бы, тестирования глубинных убеждений. Вот садишься и просто приводишь два-три примера. Вот если меня уволят, пишешь, пойду туда, пойду туда, пойду туда. Два-три примера. И когда эти мысли возникают, вот за работу тревожные, все, приводишь примеры. И второй момент, ты обесцениваешь эту ситуацию. Да мне пофиг, мне все равно, уволят, так уволят. Пойду туда, туда, туда. И вот таким способом обесцениваете ситуацию. Говорится, мне пофиг, мне все равно уволят, так уволят. И приводишь два-три примера, как ты решишь эту задачу в случае увольнения. И вот так у вас уйдет тревожность, у вас уйдет вот это напряжение перед этой вот работой. Хотел бы дать совет. Вот, смотрите, самостоятельная психология. Вадим дает вам совет. Вадим дает, сколько времени у вас эти приступы длятся. Вы хоть раз за это время что-то сделали с собой. При приступе задайте себе вопрос. Будет легче, поверьте. Можно таким способом. Нет, при приступе вы имеете в виду навязчивости, но последний вопрос вот про тревожный мозг у него был. Ну вот это этот способ оспорить эту ситуацию. Ты как бы оспариваешь эту ситуацию, что этого не произойдет, что это всего лишь мысли. Так, еще какие-то вопросики есть. Так, ну вот, Жора, я вам объяснил, вот пробуйте использовать. Первое, это обесценивание ситуации, приводите два примера, как вы ее будете решать. И вот так тревожность начнет уходить. Мы тревожимся за ситуацию, пока она нам важна. Пока она нам важна. Когда человеку ситуация становится не важна, мозг перестает за нее тревожиться. Вот как это работает. Как только мы обесцениваем раз за разом, проговаривая эту ситуацию, приводя примеры, то мозг перестает за это тревожиться. За эту ситуацию. Иными словами, как будет, так будет. Уволят, так уволят. Пойду туда, туда, туда. И вот постепенно ваша тревожность, она будет оседать. Ее будет становиться меньше, меньше, меньше. Это будет постепенно, но вы будете замечать, как оно будет опускаться. Вот этот тревожный мозг меньше, меньше будет тревожиться за эту ситуацию. Так, какие еще есть вопросики?
Какие еще вопросы? Какие еще вопросы? Спасибо. Вот, пробуйте, пробуйте. А вообще нужно все изучить, нужно весь путь пройти, чтобы полностью научиться управлять своими мыслями. Чтобы полностью управлять своими, ребята, мыслями. Я попадал в такую ситуацию, ты боишься со своим мозгом один на один остаться, потому что у тебя появляется этот страх мыслей, то есть ты боишься своих мыслей, потому что ты не знаешь, что с ними делать. И поэтому ты вот пытаешься, ну вот такой момент был, вот где-то находиться, не сидеть дома, например. Во-первых, страх, что ты вдруг вот сейчас умрешь. Второй был момент, вот я помню, это страх остаться со своим мозгом один на один. Звучит это очень как-то смешно на первый взгляд, но тот, кто находился в этом состоянии, он очень хорошо понимает, про что я говорю. Про что я говорю, вот про какой страх я говорю, страх остаться со своим мозгом один на один, потому что эти мысли там, они на тебя влияют, они у тебя все это запускают, и поэтому ты боишься своих мыслей, вот просто тупо боишься своих мыслей, и поэтому боишься со своим мозгом остаться один на один. И поэтому пока полностью ты это все не осознаешь, не выстроишь, не перетренируешь, не переработаешь, у тебя будет оставаться страх. В большей или меньшей степени. Здесь полностью, пока ты в этом всем не разберешься, пока ты это все не выстроишь, пока ты это все не отработаешь, пока вот эти все процессы не пройдешь, вот этой перетренировки, изменения вот этого поведения, перетренировки своего мозга, не у тебя будет оставаться вот эта тревожность, волнение перед этим состоянием. Перед мыслями, перед тем, что оно может вернуться. Абсолютное освобождение – это абсолютная осознанность, понимание, как это все устроено, что с этим делать, как с этим работать, и абсолютное управление своим мозгом, своими мыслями, когда они появляются. Вот это дает освобождение полностью от этого расстройства. Почему люди, которые пьют таблетки, и немногие люди могут выйти с этого состояния? Потому что одна из причин мало опытных психологов. Очень мало. Психологов много, но именно толковых психологов очень мало. А без психолога ты не выйдешь. С опытного, профессионального психолога ты не выйдешь, потому что там нужно тебя вести. Нужно вести, объяснять, что как делать, что с тобой происходит, почему так происходят вот такие вещи. Вот. И поэтому очень много людей, они так и проживают свою жизнь вот в этом расстройстве, так и не вышедши с него. Вот. Потому что они не знали и не знают, что вообще есть такое какое-то КПТ, что какой-то там еще мозг тренируют. Если у простого человека спросишь, что скажешь ему, что у тебя в мозгу нейросети, он на тебя посмотрит, как на дурачка, на пальцем покрутит, скажет, какую-то ерунду он болтает, некие какие-то сети в голове, там. Он знает, что у него там лежит, что у него в мозгу находится плоть. То есть мозг, мясо у него в мозгу. А что нейросети у него есть, это, я думаю, не очень много людей знает, но хотя сейчас очень много информации про эти нейросети, это сейчас такое как бы ноу-хау, вот оно начинает распространяться, именно вот эти разные вещи, поэтому много информации. Поэтому люди потихоньку начинают разбираться, но все равно, кто с этим не сталкивался и не посещает там соцсети, они этого не знают. Что у них есть в мозгу, в нашей голове есть нейросети, вот. И вот, чтобы с этого выйти, нужно все понять. Нужно все понимать, как оно устроено, как оно работает, почему происходит так, а не так. И еще в психологии очень много двойных ответов. У нас в жизни, во внешней жизни, как правило, один ответ.
Здравствуйте, это же невроз. Вот. Это же невроз. Здравствуйте, это же невроз. Не понял вопрос, Кристина. Здравствуйте, это же невроз. Здравствуйте, это невроз. Не понял, это вопрос или это ответ? Что у вас? Тебе, может, какой-то ответ дают, про что невроз, про какой невроз говорят. Невроз. Вот эти психические расстройства, их там, это слова синонимы. Невроз, тревожное расстройство. Это все, в принципе, одно и то же, потому что оно все взаимосвязано, понимаете? А почему бывает такое ощущение между вроде уже как и раньше, но и нет? Но и нет. Ощущение как и раньше, но и нет. Вот тяжело понять ваш смысл. Попробую из анализа догадаться, про что вы имеете в виду. Как понять, вроде как и раньше, но и нет. Раньше до чего? До попадания в это состояние. Как и раньше. Либо вот это все ощущения, как и раньше, вот эти ощущения все там болевые, вот эти напряжения и так далее, и вроде уже и не так. Вот объясните. Ну и нет. Потому что, я уже объяснял, потому что это путь нелинейный. Понимаете, вот ты раз как бы вынурнул, у тебя вроде нормально, потом снова чик, тебя что-то раз наклонило, крен дало. Понимаете? Сбило немножко с ног тебя раз, снова там какие-то проявления появились. То есть нету такой устойчивости, правильно? Так и ты идешь, потом чик где-то свалился, потом снова выровнялся. Потому что я уже объяснял в своих старых эфирах, вот в прежних, как это происходит. Мы чертили на доске, и я показывал, как это происходит. Все думают, что это некий линейный путь. И вот эти откаты, они человека в заблуждение вводят. Вот там ты попадаешь в такую ловушку мозга, он тебе рисует, что это все повторяется, это не заканчивается. И человек реально верит, вот такое ощущение, что ты в замкнутом кругу. Но только умея видеть, что у тебя начинает ослабевать это, вот это тебе и дает ответы, что идет некая трансформация. Вы зайдите на наш канал, вот там есть летние эфиры, где мы делаем на природе. Там очень хорошо я рассказываю, как работает невроз. Там есть где-то ролик, я на пружине показываю. И я объясняю, как это работает. Понимаете? Изначально ты вот по кругу крутишься, тебе кажется, это никогда не закончится, потому что вот тебя по кругу одно, второе, третье, ты в замкнутом колечке. Но постепенно сила этих ощущений начинает понижаться, ослабевать. За счет тренировок она начинает понижаться, но ты крутишься вот как в спирали такой, постоянно крутишься. Понимаете? Как будто жизнь начинает приобретать краски, и да, но и нет. Ну вот эти качели получаются, понимаете? Там же есть такой еще момент психологической качели. Вот я помню такой именно депрессивного фона, когда я выходил, вот у тебя раз настроение себе подымешь, раз так нормально, потом раз подавленность идет. Вот и такие моменты там преобладали у меня, когда выходил с депрессии. А вот эти откаты, оно как будто все возвращается, вот это и есть вот эти соскальзывания с этой дорожки нашей новой, которую мы себе выстраиваем и потом идем по ней. Ты идешь, потом какой-то стресс, либо мысль зацепила тебя, снова выбила. То есть нету такой устойчивости, такой четкой устойчивости, что ты вот идешь. А ты такой еще немного, как вам сказать, ты еще немного слабоватый, поэтому тебя любой хулиган бьет по ногам, и ты падаешь, понимаете? Там большой хулиган, маленькие хулиганчики, но они тебе
наносит сокрушительный удар, потому что ты еще слабый по себе, у тебя еще нет устойчивости, ты еще хорошо не тренировал, не убеждения не внедрил, не сформировал эту нейросеть, то есть нету еще такой твердости, поэтому тебя легко хулиганчики сбивают, понимаете, вот эти маленькие хулиганчики. И поэтому ты падаешь, потом снова встаешь, и вот так идешь. Так, вроде все хорошо. Но сейчас они крутятся постоянно. И как от них уйти? Но сейчас они крутятся постоянно. Крутятся кто? Мысли? Что? Вот тут выше, наверное, у тебя вот есть он. Ходил к психологу. Вот на предприятие. Но у меня такое ощущение, что я стал ощущать более остро эти мысли. Раньше я не задумывался, как часто про них думал. Про них, но сейчас они крутятся постоянно, и как от них уйти. Так, смотрите, Жора, что у вас будет получаться? У вас будет получаться руминация. Это руминация. Вы постоянно будете думать про свою работу. Вы там получаете напряжение, стрессовую ситуацию. Вот человек выходит с работы, у него там незаконченные волнительные дела, он там что-то не доделал, что-то задачу какую-то не решил, вот там начальник на него накричал, и человек переживает. Что происходит? Он идет и все время крутит. А на эмоциональном перенапряжении, вот то, что вы описываете, я вот заметил, чем сильнее эмоциональное перенапряжение, тем вот эти мысли, они как бы устойчивее у тебя в голове. Вот это ты крутишь, вот оно автоматически крутит. И ты не можешь с них вырваться. Они вот такое ощущение тебя как бы всасывают магнитом. Вот держит как будто магнитом, ты не можешь переключиться. И я заметил, что это от силы перенапряжения. Да, есть такое. Это от силы перенапряжения нашего эмоционального. Я когда находился в сильном стрессе, то у меня вообще, у меня мозг, я все время думал про свое состояние, это уже получилась автоматическая привычка. И второе, когда ты про это думаешь, ты себя тревожишь, ты себе создаешь напряжение. И вот этот замкнутый круг. Мысль, тревога. Тревога на мышление действует, мышление запускает тревогу. И вот этот тандем, по-моему, называется. Тандем, то есть пара вот эта. Они влияют друг на друга. Но люди этого не знают. И ты автоматически попадаешь в эту ловушку, понимаете? То есть мышление влияет на тревожность, а тревожность влияет на мышление, искажает. И чем сильнее тревога, тем вот это по моему видению, по моему анализу, чем у тебя сильнее тревога, тем тебя сильнее вот это мышление в мозгу держит как магнит. Вот ты не можешь с него вырваться. Ты вот только выщелкнулся, оно тебя назад туда заталкивает, это мышление, оно тебя назад туда. Ты оттуда, оно туда. Понимаете? И что с ним делать? Учитесь это мышление как бы останавливать. Вот оно включается, ты говоришь, стоп, хватит, я сказал. Я об этом подумаю потом. И все, и отвлекайтесь. Но один из моментов, это первое разрешение задачи, та, которая вас напрягает. Понимаете, вот та, которая вызывает у вас напряжение. Вот как бы работаешь, одновременно спариваешь эту ситуацию, второе, вот работаешь с этими мыслями, останавливаешь, переключаешься. Потому что человек, он как бы получается, вот ты когда крутишь, как оно становится уже выученной привычкой мозга. Вот это называется, еще такое есть название, по-моему, выученная беспомощность. То есть вот это называется руминация, это гоняние мыслей по кругу, вот этих тревожных мыслей про одну и ту же тему, тревожную тему, и не решение задачи, понимаете? Смотрите, руминация человеку дана для чего? У вас происходит некая ситуация, все, ты начинаешь про нее думать, как ее разрешить, включается эта руминация, чтобы тебе найти ответ. Вот тут же может быть на эмоциональном перенапряжении и ускорение этого мышления. Вы заметите, что оно как-то быстро идет.
Вот заметите еще, оно как будто это мышление, оно быстро идет, понимаете? А это тоже ускорение мышления происходит на эмоциональном перенапряжении, чтобы человек быстрее нашел ответ и решил эту задачу. То есть такая способность нашего мозга ускорить это мышление. Понимаете? И вот здесь нужно первое разрешить задачу эту, оспорить ее, обесценить. И второе учиться останавливать эти мысли. Как бы останавливаешь, стоп, хватит, я об этом подумаю потом. Как еще разрешать задачи, как еще? Смотрите, какой интересный момент, вот я анализировал, происходит. Мы можем думать в себе, вот ты гоняешь эти мысли в своей голове, вот ты в себе думаешь, в своем мозгу, а еще мы можем думать извне. Сейчас объясню. Берешь тетрадку, берешь ручку и начинаешь свои вот эти мысли писать в тетрадке. Вот решение задачи своей. Именно не думать в голове, вот как мне сделать то, а думаешь как бы на тетрадке. И ты как бы, получается, свои мысли выносишь на тетрадку. То есть ты дистанцируешься от них, ты их как бы отодвигаешь. Смотришь на них уже со стороны, на расстоянии. Вот этот прием, я думаю, тоже будет работать. Вот это называется дистанцирование от мыслей. То есть ты свои мысли думаешь не в голове, а свои мысли вот думаешь в тетрадке, как бы пишешь. Вот еще кто крепко сидит в руминации, вот этот способ вынести мысли со своей головы, как бы писать в тетрадке. Ну, хотя я его не использовал, как бы, но он, я думаю, будет работать, а именно я учился останавливать, как бы оспариваешь ситуацию, вот уже когда в плотной руминации сидел, ты постоянно думал про свое состояние, и вот мне приходилось ходить, вот считал окна, двери, там, ты. Но я думаю, у вас плотность этой, то есть сила этой руминации будет не такой. Потому что у меня за 10 лет уже, я когда попал, представляете, как оно укрепилось и сформировалось вот этот мой тип мышления, способ мышления, постоянно думание про свое состояние. Оно, чем ты больше находишься, тем сильнее укрепляется. Чем меньше находишься, тем легче выйти, потому что не сильно там все это укоренилось. Поэтому пробуйте останавливать эти мысли. Вот вы заметили, начинаете думать про свою работу. Стоп, хватит, я об этом подумаю потом. И все, и отвлекаетесь. Снова начинается, включается, снова так делаете. Но разрешить сначала задачу, как бы оспорить, чтобы убрать вот это напряжение. Как бы оспорить эту ситуацию, затереть триггер, потому что работа ваш триггер. Она и вызывает у вас напряжение. И вот вы потом попадаете все время в это думание про свою работу. Вы даже домой идете, про нее думаете, вот это тревожное мышление вас гоняет про ситуацию, вот у меня там не получилось, начальник уволит, вот это мышление постоянно. Вы домой приходите, постоянно про это думаете, вы вроде чего-то и делаете, но вы крутите вот это, вы все время думаете про это, думаете, вот там жена что-то вас зовет, вы как будто ее и не слышите, там вот вы все время заняты думанием про эту ситуацию, все время заняты мыслительным процессом. И вот оно, когда ты постоянно, вот ты в ловушку руминации и попадаешь. А потому что вопрос не решен. А вопрос связан с работой, а он вызывает у вас напряжение. И происходит вот такая неразрешимость, как бы ты переживаешь, ты думаешь, а вот меня уволят, вот эти как бы тревожные мысли постоянно приходят, понимаете? Поэтому нужно оспорить, обесценить эту ситуацию, привести примеры, что как вы с ней справитесь. А потом все, останавливаешь, отделяешься от этих мыслей, когда они появляются, как бы убираешь. Да, это панические атаки, Кристина. Это панические атаки. Смотрите, еще резко начинается тревога в груди. И сердце бьется, начинает. Правильно? Потому что вы пугаетесь. А при страхе
в кортизоле выделяется адреналин и нейроадреналин. Нейроадреналин работает по нашей мышце, он ускоряет вот это сжатие мышцы. Для чего? Для того, чтобы быстрее прокачивать кровь, потому что у нас сейчас ситуация опасности, и нужно поставить нашим органам больше кислорода, потому что мы сейчас начнем его как бы физические действия и начнем там как бы, ну, пойдут такие процессы, которые требуют нашим органам для работоспособности больше кислорода. И поэтому что? У вас сердце начинает быстрее качаться. А вы этого пугаетесь. А что такое качание крови? То есть вот эти ускоренные спазмы нашего сердца. Это и есть поднятие давления. Это и есть поднятие давления. Это то же самое происходит у спортсменов. То же самое происходит у спортсменов. Когда они делают физическую нагрузку. Вот вспомните, давайте, Кристина, с вами школу вспомним. Когда мы 100-метровки бегали, 3-километровки. Вот вспомните, как у вас бьется сердце, когда вы прибегаете на финишную прямую, на финиш. Вот вспомните, внимательно вспомните. Вот, правильно, у вас точно так бьется сердце. Точно так бьется сердце от физической нагрузки. Вот, видите, поэтому страшного здесь ничего нету. И мерять давление не нужно. Почему? Потому что как вы только будете мерять давление, а нам же врачи рассказали, особенно вот здорово-здорово жить, Малышева, жить здорово-здорово. Что там сказали? Что давление у нас должно быть 120 на 80. Или там, ну, максимум там 140 на 90, там, либо 130. И у нас есть это убеждение, что давление должно быть такое. Такое. И как только вы начинаете мерять, ваше давление не соответствует нашим убеждениям. А там же потом говорят, если у вас давление там 150 на 100, нужно бить тревогу и быстрее бежать в больницу, потому что это у вас, у нас уже у вас там инфарктное состояние. И что вы делаете? Вы начинаете мерять давление, и вы запускаете своим страхом, вы эти цифры видите, и чем они выше, ближе результаты, у вас уже опыт остался, вы же уже не раз меряли давление, правильно? Вы уже там, может, сотни раз его меряли. И как только вы цифры видите, оно начинает усиливаться. То есть страх начинает усиливаться. А если страх начинает усиливаться, все, что пошло? Усиливается тревога. Пошла, усиливается выработка кортизола и начинает сильнее биться сердце, потому что пошел работать нейроадреналин. Соответственно, что давление у вас дальше повышается. Понимаете, что происходит? Вот по поводу давления, посмотрите, у меня есть короткие ролики. Вот про давление, по-моему, называется мерение давления. Они по 15 минут, они там у нас отделены, да, Слава? Да, то есть там да. что, программа такая? Да. Программа, да? Угу. Вот в программе там именно, я суть, собирали мы короткие ролики. Курс по выходу из тревожно-депрессивного расстройства. И там найдете ролики. Плейлист «Курс по выходу из тревожно-депрессивного расстройства». Курс по выходу из тревожно-депрессивного расстройства. Вот. Плейлист. Вот там я старался собирать суть, объяснял, что как работает, то есть делал их сжатыми, но с максимальным пониманием и объяснением, как и что происходит и почему. Вот вы посмотрите там и поймете, и поймете. Так, у меня резко начинается тревога, в груди меряет давление, оно высокое, это панические атаки. Да, я пугаюсь. Вот смотрите, Кристина, ваша задача, очень важная задача, учиться не пугаться. Но что будет происходить? Первое, у человека происходит вот этот первичный страх. То есть все, мы отметили эту ситуацию, и мозг наш что, сразу пугается, сразу, вот у тебя возникает страх. Но вы самой, Кристиной, не пугайтесь. То есть вот у вас испуг пошел, но ты как бы не реагируешь эту ситуацию, понимаете? Вот не начинайте, вот, особенно люди начинают метаться. Вот он начинает, все, ему не сидится, он все, ему
он начинает избегать эту ситуацию, спасаться. А вот это ошибка. Делая эту ошибку, человек попадает в замкнутый круг. Есть такая книга, не помню автора, она называется «Замкнутый круг тревожности. Не кормить обезьяну». Вот, там описан замкнутый круг тревожности. В своих эфирах я тоже объяснял, как это происходит, вот на таких, на схеме вот такой, как цикл вот этот происходит и как он закрывается, понимаете? И там же я объяснял, как его рвать, вот эту цепочку, Важно вот рвать эту цепочку, менять, первое, что поведение, потому что изначально с мышлением ты не сможешь работать, потому что это быстро происходит. Там быстро эти мысли проскакивают, что ты их даже не можешь увидеть, там заметить. Первым, что это с поведением, это прекращать делать избегание. Самое страшное это будет первый раз, когда вас будут накрывать. Это первый раз, потому что у нас нету опыта. У нас в мозгу нету опыта прохода этой ситуации. И поэтому будет самое страшное первый раз. Где-то тоже будет, вот я рассказывал, здесь как бы на потолке показывал, как потом это будет постепенно падать. То есть вот эту информацию я давал. Выдерживать ситуацию, не избегать, не пугаться. Это страшно, я знаю, это страшно, и оно будет, эта волна, постоянно пробовать спровоцировать, чтобы мы начинали метаться. Она будет раз за разом крыть, раз за разом. Задача учиться вторичным страхом себя не пугать, не начинать метаться. Потому что это будете избегать, вы будете в кружке крутиться просто. Вы будете просто крутиться, у вас будет повторяться вот эта цикличность постоянно. Постоянно, если будете бегать, ничего не будет меняться. Так. Можно, пожалуйста, сохранить трансляцию, люди просят. Слава. Спасибо, то в последнее время я не могу сконцентрировать внимание на домашних делах. Мне говорят, а я, бывает, слышу жену, вот, как на заднем плане. И не могу вспомнить, что она сейчас сказала. Вот, все верно, потому что вы в себе сидите. И человеку на тревоге тяжело сосредоточиться, понимаете? Вы вот оно крутит, и для тебя вот внешний мир, он как бы фоновый получается. Ты вроде в нем живешь, но он тебе не важен. Тебе важно, вот ты думаешь про некую ситуацию, ты крутишь. Дальше люди вот сканируют себя, все время думают про свое состояние. И внешний мир, он как бы получается вот такой фоновый, понимаете? И поэтому мы и не слышим, вот что нам говорят, ты вроде бы слышишь, но ты не слушал то, что тебя вот внимания не придаешь, что происходит вокруг тебя, что тебе там говорят, что там происходит, потому что ты находишься внутри себя. И потом дальше может человек еще начинать пугаться этого, почему жена говорит, блин, ну я ж тебе сказала там, сходи туда. А ты такой думаешь, блин, а я не слышал, а чего-то я не слышал. А если я не слышал, может у меня с головой что-то. Ну вот начинает человек такие произвольные умозаключения делать, понимаете? Вот. Вот сейчас пытаетесь вспомнить, что она сейчас сказала. Но я думаю, вы ничего не вспомните, потому что то, что она сказала, вы не слышали этого, вы как бы не слушали ее, понимаете? И поэтому вы не будете знать, что она вам сказала. Вам просто это в голову не вошло, вы были заняты другим. То есть вы не придали этому внимания. И вы теперь пытаетесь вспомнить, что она сказала, а вспомнить не можете. И вы делаете вывод, блин, а чего-то я не помню. Блин, наверное, у меня с головой что-то. Понимаете, вот что вы можете сейчас сделать? Вы сейчас можете начать себя запугивать, понимаете? Запугивать именно неправильными выводами из вот этой ситуации. Вот что может происходить с человеком. Он начинает делать неправильные выводы, и он начинает себя пугать. То есть вы уже из руминации начинаете
человек переходит уже в самозапугивание того, он думает, что с ним уже что-то с головой происходит ненормально. Вот что может происходить. А вы не вспомните, потому что вы не приняли эту информацию. Мозг ее мимо пропустил. Потому что мы были заняты другим. И нам не важно было то, что там нам жена говорит, либо то, что там вот возле нас происходит. Мы в себе были. Мы только думали там про работу или про свое состояние. Вот как оно происходит. С помощью КПТ вышел с острой фазы, но дальше как бы не старался, не могу продвинуться. Да, Соня, там есть такие моменты, вот ты как бы топчешься, и вот ты как бы не можешь пройти, но чтобы понять, что происходит, нужно знать мне ситуацию, понимаете, что у вас, то есть как бы вам нужно описать ситуацию, как вы это видите, как вы это чувствуете, что у вас происходит. Что у вас происходит? Это первый момент. Второй момент. Человека лучше видеть. Я понимаю, человек не придает каким-то моментам значения, а для меня не важно, вот почему-то психологу вот онлайн разговаривать на приеме с человеком. Человеку вот это не важно, и он это как бы не скажет, либо не приметит. А психолог опытно это заметит, вот эту ошибку, понимаете? А в переписке то, что тебе не важно, ты туда не будешь писать. Ты будешь писать только, что важно тебе. А то, что ты будешь считать неважным, ты писать не будешь. А может быть, главный момент именно тот, который ты считаешь, что он тебе не важен. Ты его как бы не замечаешь, понимаете? Вот даже человек слово некое скажет, он ему не придает значения, например, ой, жесть, у меня это жесть. А вот он использует слова максимализма. То есть, обозначая ситуацию таким словом, жесть, это самое максимальное, что может быть. А наш мозг воспринимает это буквально. И он все время эту ситуацию так обозначает. А когда он ее так обозначает, мозг ее и считает самой такой максимальной, самой такой, как вам сказать, катастрофической, самой сильной. Понимаете? А человек этому слову он не придает значения. Хотя он его использует постоянно в своей терминологии каждый день. И вот через это слово он усиливает эту ситуацию, которую он обрисовывает, обозначая эту ситуацию этим словом. У меня жесть, тревога. Понимаете? Это неправильно. У меня чуть-чуть, немножко. А когда мы тревогу жесть обозначаем, мозг ее, хозяин говорит жесть, это является нашим убеждением. То, что мы говорим, это наше убеждение. И мозг ее воспринимает самой страшной какой-то, жесть, это что-то страшное. Когда она появляется, мозг начинает опасность, жесть, Когда чуть-чуть, немножко, ничего страшного. Мозг такой сидит и думает, ха-ха, ничего страшного, хозяин говорит, немножко, чуть-чуть, не буду сильно волноваться. А когда хозяин говорит, ой, жесть, сказал хозяин, ой, опасно, и когда оно раз появляется, он все начинается жесть. Понимаете, вот как оно работает. Шустрая фаза дальше. Так, да, у меня так. Спасибо большое. Я стараюсь, но не всегда получается. Вот смотрите, еще, как вы думаете, как люди думают. Люди думают, что у них вот должно каждый раз получиться. Вот есть такое вот. Либо сделать 2 раза и должно получиться. Так вот, это так не работает, ребята. Делать нужно столько раз, сколько нужно, это первое. Второе, понимание, для чего ты это делаешь и как это делать. Чего твоя задача добиться. Вот переключение, как я говорю, не от страха переключаться, а от того, что тебе это не важно. Вот ты выдерживаешь и отвлекаешься от этого. Например, состояния. Или от мысли отделился и отвлекся. А не от страха это делать, понимаете? То есть вот это все нужно понимать. И второе, оно будет сначала больше не получаться, чем получаться, потому что это как
Это как мы в школу идем. Вот нас родители за руку привели в первый класс. И мы стоим такие, мы же не понимаем тут ничего в этой школе, что тут делают, что нас тут будут обучать. У нас чуть-чуть что-то есть, но у нас оно все вот такое разбросанное, мы не понимаем. А потом начинаем постепенно учиться. Первый класс, второй класс, третий класс. И вот так мы постепенно набираем знаний. Правильно? Знаний набираем. И уже к 10 классу мы там с медалями ходим. Кто с деревянной, кто с золотой. Вот. И здесь точно так. Ты, когда начинаешь свой путь, у тебя больше не получается, чем получается. Ты как такой вот, такой ребенок, зашедший вот немножко трусливый, немножко взбамошный такой, ты вот такой. Ну, постепенно, раз через раз, так. Но все становится в целом лучше и лучше. Понимаете, как это работает? Лучше и лучше. И вот так ты постепенно приобретаешь опыт, тренируешь мозг, перетренируешь, управляешь эмоциями, осознаешь, понимаешь эти процессы, к тебе больше и больше доходит. И вот так ты становишься управляющим своим мозгом. Постепенно. И, ребята, я вам скажу, кто пройдет мой путь, мое обучение, больше туда никогда не попадет. Сейчас объясню почему. Потому что ты полностью управляешь своим мозгом. Ты уже понимаешь, что если я буду в грусти ходить 3 недели, то у меня будет падать серотонин, я могу постепенно затянуться в такой депрессничок, депрессивное состояние. Поэтому ты думаешь, ну погрущу день там по какому-то поводу, ну и хватит. Понимаете, вот все это понимание устройства и как оно работает, ты уже больше не дашь себе туда закрутиться, попасть в это состояние. Это первое. Второе, ты научишься справляться со стрессами. Ты будешь намного быстрее, первое, намного не так остро воспринимать стрессовые ситуации. Второе, намного быстрее с них выходить, чем обычный человек. Потому что ты понимаешь, как это работает, как это устроено и как это делать, как с него выходить, понимаете? Вот, видите, Жора, да, такие есть, я не помню ничего. И сейчас человек может сделать вывод, а если я не помню ничего, значит у меня чего-то с мозгами, а может у меня уже какая-то деменция начинается, а может у меня шизофрения, а может у меня еще чего-нибудь. И вот так человек начинает сам себя запугивать, делая неправильные выводы. А правильный вывод, я ничего не помню, потому что я думал про другое, я крутил свою работу. И поэтому я не был увлечен на то, что мне говорит жена. Поэтому я и не помню. Понимаете? И второй момент, еще люди что делают? На тревоге они пытаются думать о чем-то. Они пытаются подумать. И когда у них не получается, они делают, а чего-то я не могу подумать. Наверное, у меня какое-то слабоумие начинает развиваться. А человеку на тревоге тяжело сосредоточиться. Ему тяжело про что-то подумать. Понимаете, как оно работает? Вот. Вот вторая сторона тревожности. Это человеку на тревоге тяжело сосредоточиться, чтобы про что-то подумать. Вторая сторона зеркала — это руминация. Когда ты думаешь постоянно про одно и то же, ты крутишь, то все остальное для тебя фоново, и ты не воспринимаешь эту информацию. И поэтому ты вот у меня была такая ситуация, вот ты заходишь в ванную, зубы чистишь, почистил, раз, все, вышел с этой ванны, там оба в туалет сбегал, ну, ты вот на таком, как на шарнирах, ну, когда еще, как вам объяснить, вот в этом тревожном ты еще не все понимаешь, ты на шарнире, раз там в уборную сбегал, там еще куда-то, там раз что-то забыл в ванной, заходишь, смотришь, твой тюбик лежит, открытый. Ты стоишь и думаешь, ё-моё, а что-то его не закрыл, я даже не помню, как я его открывал. А чего я не помню? У меня может с головой чего-нибудь,
как я не могу помнить, что я тюбик открыл. И вот такое начинается. А эти мысли, вот ты так думаешь, и они начинают целую тревогу усиливать. Потому что ты начинаешь сомневаться, а может у меня действительно с башкой что-нибудь, уже начинаются какие-то там видоизменения, что-то у меня с памятью. Понимаете, как оно работает? Вот. Вот, видите, как я вас, Жора, зацепил? Я пугаюсь, что не могу сосредоточиться. Но на тревоге и не пытайтесь сосредоточиться, потому что на тревоге тяжело сосредоточиться. А вы смотрите, а вы наоборот пытаетесь сосредоточиться, а у вас не получается, вы делаете неправильный вывод, либо если есть перфекционизм, нетерпимость, это еще сильнее усиливает тревогу. Понимаете, вот тут будет, я думаю, два способа. Либо работает должествование, я должен сосредоточиться, вот этот перфекционизм, либо человек делает умозаключение, он пытается сосредоточиться, а не может. И он делает произвольное умозаключение. А чего я не могу, значит у меня какая-то. Понимаете, как это работает? А на тревоге, вот первое, осознаем, на тревоге тяжело сосредоточиться. Значит что? Значит, нам нужно понизить тревожность. А как ее понизить? Понизить тревожность – это отвлечься от этой попытки сфокусироваться на том, что вокруг нас. Понимаете? И вот когда ты думаешь про подушечку, про одеялко, там, какие у тебя обои, тревога начинает понижаться. Вот когда она упадет определенного уровня, вот тогда вы и сможете сосредоточиться. Когда она потеряет свою силу. Понимаете? Чем сильнее тревога, тем тяжелее сосредоточиться. Вот как оно работает. И не пытайтесь на тревоге, вот на сильной тревоге, выше среднего, пытаться чего-то сосредотачиваться. Это бесполезно. Вашей попыткой сосредоточиться вы больше будете себе усиливать эту тревожность. Потому что неправильно выводы будете делать. Либо из-за перфекционизма я должен сосредоточиться, а ты не можешь. А ты должен сосредоточиться, а не можешь. И это еще больше вызывает напряжение. Понимаете, как оно работает? Вот. Например, так, Наталья, добрый вечер, Александр. После того, когда вы поняли, что выходите из невроза, у вас еще долго оставались симптомы. Смотрите, симптомы. Знаешь, он дописал напряжение гул. Ну вот это все, это и есть симптомы. Гул в теле, например, напряжение и гул в теле. Вот это напряжение и гул в теле, вот вы мне... Он регулярный у вас, Наталья, правильно? Вот вы его все время наблюдаете с утра до вечера. Вот ты как бы в одном таком, сказать, в одном, нет, положение сюда не подойдет. А вот оно как бы и не туда, и не сюда. Вот у тебя оно... определенно одинаково и постоянно вот ты чувствуешь это. Вот это напряжение, понимаете, это уже как бы привычка нашего мозга ставить вот в это напряжение. У меня и второе, ты когда вот это наблюдаешь, думаешь про это, ты вот этим думанием и держишь это напряжение, понимаете? У меня есть упражнение, которое я сам придумал. Я применял метод Сильва, есть такой, либо Джекобсон, либо метод Сильва. Это расслабление через напряжение. Там сначала там напрягите руки, потом расслабься, потом руки вместе с грудью и так далее, пока ты там все тело напрягаешь, расслабляешь, вот напрягаешь. Я тренировал месяца 3. Мне оно что-то есть, но эффекта, вот которого я ожидал, как бы оно не дало мне. Понимаете? Ну не было того. И мне как-то мозг стал сам подсказывать, понимаете? Я как-то первое лежал, вот, и ты вот этот гул все время в теле наблюдаешь, вот эту напряженность, вот оно как высоковольтные провода. Вот ты лежишь, вот вроде телевизор смотришь, но
вот ты сфокусирован на этом гуле, и оно тебе так надоело, ты уже не, оно тебя уже достало. И вот оно гудит, вот. Я стал, ноги согнув в коленях и стал трясти мышцами. Вот как жилет. Раз, потом резко остановил и обратил внимание, оба мышцы ног расслабились и чуть-чуть на живот стал заходить начало. Оп, волна, потом пропала. Я еще раз. Еще, и чем больше я делал повторений, у меня этот разлив все дальше и дальше делался. То есть я расслаблялся по телу все дальше и дальше от ног. Вот у меня есть два упражнения, Наталья. Вот их смотрите, старая бабка и упражнения с ногами. И вот их тренируйте. Как это делать, что делать и как осознавать, я там все подробно рассказываю. Поэтому включайте. Сначала внимательно слушайте, раза 3. Сейчас объясню, почему 3 раза. Мне связывается мужчина. Говорит, вот я делаю старую бабку, а вот когда сделаю, у меня поясница, говорит, чуть ли не переламывается. Я думаю, интересно, почему. Я у него спрашиваю, покажите, как вы делаете. И сейчас я вам продемонстрирую. В моем упражнении старая бабка, как я показываю, вот ты идешь, а потом вот так, как бы раз, вот ты раз и раскинулся. А что делал он? Вот хотя вроде бы кажется, там же проще простого. Что делал он? Он шел, а потом делал вот так. Вот понимаете? Вот здесь вроде все просто, и почему я говорю, смотрите несколько раз, чтобы вам все дошло, чтобы вы осознали, потому что на тревожности человеку тяжеловато сфокусироваться, и он будет, пропускать, он не так видеть будет, мозг не так будет воспринимать. Поэтому нужно несколько, даже не несколько скажу, а может 5-10 раз пересмотреть ролик, чтобы больше осознать и понять. Вот все тонкости, как он делает, как он движение делает, как это происходит, как он это описывает, как это осознать, понимаете? И вот только через эти упражнения я перетренировал свой мозг на расслабление. Я потом через воспоминания расслаблял свой организм. Я сначала делал упражнения и запоминал свое состояние. Делал и запоминал. Там в ролике я все объясняю, там вы все поймете. Там я подробно все объясняю. Вот. Дело в том, ребята, я не знаю, запись прямого эфира навряд ли, Слава тоже мы много времени посвящаем, ему надо это обрабатывать, делать, поэтому мы раньше пытались, но сейчас нам больше у нас проблемы с финансовой стороной, и поэтому нам больше в ту работу нужно уходить, потому что здесь нам не приносит такого дохода, чтобы мы могли именно только здесь работать. А вы сами понимаете, все оно занимает время. Это вы думаете, вот там раз и все. Он даже до часу ночи иногда сидит. Он нарезает, распределяет, делает описание, там, запускает. То есть это целый процесс, это целые рабочие процессы. То же самое, как и у меня. Вот чтобы с вами провести эфир, мне нужно вспомнить где-то литературу, чтобы настроить мозг, запустить на эту линию, понимаете? Что, переключить свой мозг и вкатиться вот в эти знания. Это не так, легко, и поэтому, это все у нас забирает, много времени посвящаешь, а тоже семьи, понимаете, кормить надо, финансовая сторона, и поэтому мы уже где-то начинаем меньше ущемляться, потому что нужно как-то там зарабатывать, если здесь не получается, вот. Поэтому, не знаю, навряд ли эфир будет, там запущен, обработан. Будто зудит, звуки как сосуды зудят. Бывает так.
Да, бывает так. Так, Кристина, еще, смотрите, там будет что угодно. У меня был парень, у него музыка включалась в голове, понимаете? Вот у него как будто там бух, и вот музыка играет. То есть там может происходить что угодно. Смотрите, первый момент. Звуки как сосуды зудят. Вот это вы, скорее нет, вот вы, скорее всего, Кристина, описываете вот это гудение в мозгу. Вот вы просто описываете, что как будто сосуды гудят. А вот я описывал, как будто рой пчел, вот у тебя гул стоит там, вот как в теле примерно, точно так и моменты были в голове, вот у тебя гул там такой стоит, гудешь, и такое ощущение, вот, как будто этот гул там по кругу ходит, вот, как будто там какая-то вот аудиокассета гоняет пленку по кругу, вот гул такой, и он там крутится, вот это тревожный мозг. Вот ты начинаешь про это думать, он включается, вот он потом включался, вот понимаете, вот просто, вот как будто кто-то кнопку нажал, и все, и у тебя вот это пошло тревожное это гоняние там какое-то, вот, понимаете, там со мной в голове разные вещи происходили, как и в теле. Понимаете, вот вы просто, я догадался, Кристина, про что вы имеете в виду, просто вы описываете как сосуды, там, звуки сосудов, а я описывал вот как будто у тебя включилось там вот такое гудение и по кругу, ну вот как бы может вся голова так а может как будто вот там крутится какая-то пластинка вот такие ощущения, да. Вы не пугайтесь этого. Вы когда будете отвлекаться, оно будет выключаться, понимаете? Оно будет пропадать. Да, зараза такая едкая, долго проходит. Вот оно, бах, может от мысли какой-то, уже не помню, может от ситуации, может так вот оно как-то включится, и ты ходишь, ты как бы вот чувствуешь это, слышишь, но задача вот игноришь это, и вот пытаешься чем-то заниматься, чтобы отвлечься от этого, понимаете? А не думать про этот гул, потому что, я думаю, если будете вы думать про этот гул, то вы вот этим думанием про гул, вы и будете его поддерживать. То есть сами себя еще тревожить и все время наблюдать за этим гулом. Вот, ну, с этим происходящим в голове у нас. Угу. Такой вопрос, почему бывают еще мысли, что это никогда не кончится и не пройдет, и конечный итог сойду с ума. Смотрите, ребята, еще будет один такой момент. Почему не можем выйти? Потому что там постоянно оно все будет провоцировать. Вот эти мысли сомнения, они будут постоянно посещать вас. Регулярно. Как я говорил, они торпедируют. Как я своему учителю говорю, меня постоянно торпедируют эти мысли, сомнений. А может, а не выйдешь, а вдруг. Еще вот они, я уже не помню весь их список, но я их назвал мысли сомнений. Они у тебя вызывают тревожность. Первое, что нужно делать, нужно от них отделяться, оспаривать их. И второе, обязательно нужно научиться видеть, где у тебя и что получается, и как у тебя падает вот этот уровень тревожности, как у тебя понижается страх, как у тебя получается уже на какое-то время выйти с этого состояния, потом ты снова вот эти разрывы анализировать, видеть. Сначала их вообще нету, потом вот эти просветы начинают появляться. Вот это и будут примеры того, давать уверенность, что ты выйдешь, что ты двигаешься в правильном направлении, понимаете? А по поводу сойду с ума, запомните, ни одного человека от навязчивых мыслей не сходило с ума, ни одного. Это данные ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения. Всемирной организации здравоохранения стекается информация со всего мира. Вот откуда эти сведения. И ни одного случая не было зарегистрировано, чтобы человек сошел с ума от навязчивых мыслей. Понимаете? Второй момент. Точно так. Ни один человек не умер от панических атак.
не было зарегистрировано тоже такого случая, чтобы человек умер от панических атак. Сейчас вы мне скажете, да нет, да он же, я знаю, что умер человек. Да, бывают моменты, но бывают моменты, когда человек не в тревожном расстройстве, а у человека, например, уже проблемы с физиологией, там тромбы какие-то, еще что-то. И вот у него там происходит паническая атака, это что? Это поднятие давления, у него там отрывается тромб, да, летальный исход. Но когда ты постоянно вот в этих перепадах находишься, у тебя тренируются твои сосуды, они сжимаются, разжимаются, сжимаются, разжимаются. То есть ты, получается, такой виртуальный спортсмен. Понимаете? Психическое расстройство это что-то сродни виртуального спортсмена. Вот эта вся вегетососудистая дистония, это как у спортсмена происходит. Вот это давление играет, как у спортсмена, и сосуды точно так работают. Поэтому ни одного человека от панических атак не умирало точно так, как от навязчивых мыслей не сходило с ума. Вот, ни одного случая не было. Смотрите, Ольга, дыхательная практика. Сейчас я вам расскажу про дыхательную практику. Дыхательная практика, да, там происходит момент, то есть уровень углекислого газа, и когда мы дышим вот этим определенным образом дыхательной практикой, мы делаем одинаковый уровень углекислого газа и уровень кислорода. То есть мы баланс делаем, из-за этого у человека происходит расслабление. Но здесь есть такой интересный момент, вопрос, какой целью вы делаете, понимаете? Человек ее будет делать, как правило, как избегание. Он ее будет делать как избегание. То есть, что вам говорят? Вот дышите дыхательной практикой, и вот как бы, и тогда уходит тревожность. И что, когда у вас начинается паника, что человек начинает делать? Если человек это делает как избегание, он может дышать хоть 10 лет. Это ему ничего не даст. Это первый момент. Второй момент. Вы сами понимаете, что выход с этого состояния это целая плеяда, это цепочка. Понимание, осознание, применение тренировки, то есть это целый такой набор разных упражнений и так далее. А одной дыхательной практикой с этого не выйдешь. У меня был человек, она вот все время вот дышала, она вот круглосуточно дышал человек, вот он все дышал, но это не выводит с этого. Потому что здесь нужно комплекс понимания, что с чем, для чего, куда, как. А так, да, если вы не используете как избегательное, как неизбегательный момент, то практикуйте. Да, оно будет понижать вам тревожность. Это, пожалуйста, можете заниматься этой дыхательной практикой. Я ее делал, я ее не использовал как дыхательное, понимал, как оно работает. У меня, когда я фокусировался на сердце, вот когда спать ложился, у тебя мозг стягивает на контроль сердца. И ты прислушиваешься к этим ударам. Там, тын, 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 тын. Я ложился на спину и начинал специально вот дышать, но я, скорее всего, дышал ради того, чтобы наблюдать, отвлечь мозг от этого сердца. И я наблюдал просто, как у меня животик надувается, сдувается, надувается, сдувается. Вот я применял когда эту дыхательную практику. А так я ее не применял. Здесь главное понять, что с тобой не происходило, не реагируй. Да, задыхаешься, задыхаюсь. Но ты не реагируешь. Вот у тебя нехватка воздуха, а ты немножко даже я улыбался, потом даже я специально дыхание задерживал. Хотя у меня нехватка воздуха, вот полгода было день в день по утрам, это как по часам у меня было. Полгода, день в день. Вот этот симптом был. Вот утром только глаза открываешь и нехватка воздуха. Раз я начинал улыбаться, как бы где-то задержал. Она чик-чик, не реагируешь, оно уходит. Начинаешь реагировать, оно усиливается, понимаете? Везде нужно учиться не реагировать. Только через поведение мы все это уберем. Потому что поведение формирует убеждение. Если мы реагируем эти симптомы, то они будут повторяться, они не уйдут.
а мы учимся не реагировать, и тогда все, мозг перестает их реагировать, эти симптомы, они уходят. Ну, то есть постепенно успокаиваем, ну, как вам сказать, хотел сказать, успокаиваем свою психику, ну, давайте скажем так, да, успокаиваем свою психику, и эта симптоматика, она вся уходит. Просто я учился не реагировать. Вот все эти симптомы учился не реагировать. Хотя, когда у меня был кардионевроз, он был очень такой яркий. На начальных этапах, когда он был сильно яркий, я себе вот проговаривал и визуализировал себе, какой я здоровый и сильный. А когда он начал свою яркость терять, я уже просто игнорировал вот эти все симптомы сжимания там и так далее. Я просто вот как будто вот момент, как будто у тебя этого нету, как будто у тебя это не происходит. Ты вот, тебе вот оно как бы, оно есть, но ты виду не даешь виду, что у тебя это есть. Понимаете? И вот так я постепенно все поубирал. О, я, значит, мастер спорта по паническим атакам. Да, вот себе в этот момент и представляете, что я спортсменка, что вот как бы вот эти все проявления, они идут как у спортсмена. Только единственное, в чем разница, здесь у нас страх есть. Есть страх. А у спортсмена нету страха. Но все физиологические проявления, они точно такие, как у спортсмена. Вот. Кто не подписался, подписывайтесь и ставьте вот эти пальчики, ставьте лайки. Кто не подписался, подписывайтесь и ставьте лайки. Так, еще, да, я думаю, сосредотачиваюсь на этом. Вот смотрите, интересный момент, как оно работает. Что важно нам, то важно мозгу. Понимаете? В этом расстройстве потом человек, он как бы постоянно, это уже такая автоматическая привычка наблюдать за собой. Вот наблюдать за этими проявлениями. Вот оно, ты ходишь автоматически ты как бы смотришь на это, ты видишь эти проявления, а вот думая про них, ты их как бы поддерживаешь, понимаете? Потому что важно нам, то важно мозгу. И почему нужно как бы отвлекать мозг от этих проявлений, потому что как только ты отвлекся, они пропали. Потом снова появились, человек снова зацикливается. Понимаете, как оно работает? И ты вот как бы раз фокусируешься и зависаешь на этом. И все, и ты все время ходишь и отслеживаешь, ходишь и отслеживаешь. А задача наоборот. Да, вот оно появилось, ты это обозначил, и все, и отвлекаться от этого. Как бы отвлечь мозг от этого наблюдения. Вот есть и есть. Вот как бы отвлечься. Вот как только полностью ты отвлекся, так оно сразу пропадает. Что вот что-то случится, станет плохо или умрешь. Так. Мастер спорта. Прогулок все время кажется, что вот что-то случится, станет плохо или умрешь. Вот такой момент, смотрите. Вот этот момент с прогулками, это такой момент ожидания, все время про это думания. Вот у меня были такие моменты дома, когда ты остаешься и все, ты думаешь про это. Ты ждешь, что вот тебе станет плохо. Вот. Понимаете? Поэтому первое, вам нужно понять, что вот это у вас уже повторяется не первый раз. Как бы, не первый раз. То есть, обратитесь к опыту, что у меня такое было уже 1000 раз. Вот 1000 раз. То есть, вы, обратившись к опыту, вы поймете, что было 1000 раз, и что этого не произошло, про то, что я думаю. Второй момент. Вы, когда идете на прогулку, это мысли приходят. Мысли, вот ты ждешь, ты думаешь про это. А вы как бы переведите эту ситуацию
в такую как бы шутейную сценку. Вот вы идете, появляются эти мысли, вы на прогулке, идете и поете. Ой, сейчас мне станет плохо, 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 и я умру. Ха-ха-ха-ха-ха. И вот, а вы просто вот, вы ожидаете, вы серьезно вот этого ждете, понимаете, и это вас держит тревожность. Тревожность. А вы как бы переводите эту в шутку, но напряжение все равно будет, и раз за разом вы будете осознавать, что с вами-то ничего не происходит. Что мысли это не факт. Вы просто думаете про это, но вы никак не умираете. И вот так постепенно вы эту ситуацию затрете. Понимаете? Вот как оно работает. Оно просто как бы фокусируешься, и ты выходишь, и у тебя все, тревожность вот этого ожидания, что оно будет сейчас, будет. А у меня доходило до такого момента, ты только подумаешь, и тебя сразу кроет. Вот сейчас снова будет плохо, и тебе плохо. Но это мысли возникают. Мысли провоцируют. То есть воспоминание ситуации как бы происходит через мысли. А вот сейчас снова будет плохо, мысли приходят, понимаете? И вот от этих мыслей как бы раз их в шутку отделился от этих мыслей и отвлекся. Там, ля-ля-ля, и все. И отвлекся, но не избегаешь, не убегаешь. Не вот так отвлекаешься, а спокойно, раз. И вот так постепенно эта ситуация, она как бы затрется. Умру, и все хорошо. Вот, Ольга, у меня была точно такая ситуация. Сейчас расскажу вам сценку с моего опыта, с моей практики. Я все время мерил давление. Вот ты все время меряешь каждых 15 минут. Если дома, вот я дома только мерил, на улице я не мерил, а дома. Вот находился, все, раз включаешь. Все, вот эти цифры идут у тебя в памяти, ты помнишь, что у тебя там 180, 200, там на 120, пульс 120, как бы. И вот оно тебя все гонит, страх, сердце, вот это вот. А потом я один раз меряю, а потом как бы вот этот страх, я легкий говорю, да и хрен с ним, умру так умру, сдохну так сдохну. Раз так глаз открываю, чик, оба. А у меня раз оно и отпустило. То есть это и есть принятие. Вот этот момент называется принятие. То есть как будет, так будет. То есть мозг это воспринимает, и он отпускает ситуацию. Получается, ты как бы не боишься смерти. Вот такой момент, немного как бы объяснения, вот как будет, так будет, понимаете? Но здесь оно все равно будет провоцировать, все равно у нас самый человеческий страх, это страх смерти. И все равно мозг будет на это реагировать. Оно будет как бы дергать. Понимаете? Поэтому задача, да, учиться не реагировать это поведением. И второе, как бы отвлекаться, не зависать на этом. Вот оно происходит, не висеть на этом симптоме, понимаете? А вот как бы ты чувствуешь, да, он есть, но он тебе не важен. Он тебе не важен. Если у кого-то сильно кто-то боится, еще вот страх у него есть перед этими симптомами, применяйте как бы визуализацию. Я помню, я хорошо ей работал, я говорил, я здоровый и сильный. И я себе представлял себя здорового, вот я визуализировал. Потом я стал это видеть в себе. И вызывал одновременно, когда я говорил, вот я здоровый и сильный, эмоцию, у меня изнутри начинала поднимать такая эмоция силы, мощи, и я вот так перекрывал эти симптомы. Они сразу у меня слабеть начинали. Вот только начиналось, я говорил себе, когда у меня резко было, и я дотренировался до такой степени, что то есть там все равно присутствует эмоция страха. Когда у нас происходит ситуация, у нас возникает страх. А у меня получается, я как бы вот этим злостью, вот этой уверенностью эмоциональной, вызывая эмоцию, я подавлял этот страх, потому что страх, тревога влияет на силу симптома. И я вот эту цепочку как бы рвал на корню, когда это все вызывал, то есть симптом там
Он раз вот пытался возникнуть, а потом все, он чик и все. Понимаете, вот я потом натренировался до такой степени, а потом я уже просто не обращал внимания. Оно есть, я как бы игнорировал, ну есть и есть, да, ты обозначаешь, что есть, но ты вот отвлекаешься от этого. Вот так я как бы работал. Недавно. И писком в ушах. Борьба. Теперь борьба с тревогой и писком в ушах. Писком. Писком. Более-менее и Писком. не паниковать. Так вот, Тензер. Вот расскажите, сколько вы боретесь с тревогой мне? Сколько уже? Месяц, год, два? Сколько вы с тревогой боретесь? Вот скажите мне, пожалуйста. И расскажите мне про успехи, про ваши успехи в борьбе с тревогой. Вот есть у вас какие-то результаты вот в этой борьбе с этой тревогой? Вот скажите мне, пожалуйста. Потому что я в борьбе с тревогой, у меня результатов не было, я долго с ней боролся. У вас есть вот успехи в борьбе с тревогой? Вот мне интересно, может у вас какие-то успехи в борьбе с тревогой есть? Вот именно в борьбе с самой тревогой успехи у вас какие-то есть? Вот напишите мне. Нет, это не про то, нет, вы меня немножко не поняли. Не панически, не в целом состоянии, а именно предметно в борьбе с самой тревогой. Сейчас я объясню, почему я вас спрашиваю. Дело в том, что мы автоматически потом, когда это все понижается, мы начинаем бороться с самой тревогой. Вот с самой этой тревогой мы начинаем бороться. Но дело в том, чем больше ты с ней борешься, тем ты больше выматываешься. С тревогой бесполезно бороться, с самой тревогой. Потому что тревожность, вот сама тревожность, это и есть ты. И чем больше ты с ней борешься, это с ветряными мельницами ты сам с собой борешься. А возможно ли сам победить самому себя? Конечно, это невозможно. Поэтому запомните все одну вещь. Самой тревожностью бороться бесполезно. Но у нас идет вот она внутренняя борьба. Ты пытаешься ее задавить там, ты ее как-то там уже и вот это, и ты с ней все борешься, а толку нету. Тревогу нужно обхитрить. Тревогу нужно как бы пропустить через себя, вот отдаться ей вот такими разными хитростями. У меня есть ролики, как работать именно с самой тревожностью, когда вот ты попадаешь в такую ситуацию, тревога от тревоги, ты все время тревога определенного уровня, и ты вот все время с ней борешься, понимаете? И вот у меня есть ролики, как с ней, как ей как бы манипулировать, как научиться ее выносить из себя, как научиться ее рассеивать, как бы пропускать сквозь себя через отдавание себя этой тревоги. То есть там нужно осознать. Но борьба, если вы будете бороться, это бесполезно, вы будете вечно с ней бороться, и вы ее не победите. Потому что, борясь с ней, вы думаете про нее, и вы ее подкармливаете, вы боретесь самим собой. Вот к этому вам нужно прийти, кто борется с тревогой, уже с тревогой от тревоги. Когда получается она уже невысокая, она такая 5-6-бальная, но она постоянная. Вот эта тревога от тревоги. Она все время на одном уровне. И вот ты с ней там борешься, ты ее там пытаешься что-то сделать. Борешься, а толку нету. А потому что бесполезно. Но к этому нужно прийти осознать. У меня есть ролики, как это понять. Саня, уже 2 часа 30 минут, надо заканчивать. Ну вот, да, все, будем заканчивать, потому что сегодня уже, да, долго зависли, я перестала с ней бороться. Все правильно, с ней нужно перестать бороться, чтобы ее не бояться, научиться манипулировать ей тревожностью. Ну, я так делал, по крайней мере. Так, все, спасибо, ребята, за присутствие, Все, поставьте... Ссылочку, не забываем. Спасибо, пальчики, да, и не забывайте по ссылке нас поддерживать в плане финансового. Она на главной страничке у нас. Вот.
Ссылочка. По Донаты. возможности, ребята, по По возможности. возможности. Все, Поддерживайте наш всем, канал. всем тоже спасибо. Все, доброй ночи тоже. Так, хорошо. Ну,